И сегодня мы в гостях у Евгения на Филиппинах, в горах. Привет, Евгений. Здорово. Расскажи немного о себе. Как ты оказался на Филиппинах? Мне уже 46 лет. На Филиппинах я, наверное, получается, живу уже, наверное, 7-й год пошел. Сейчас у нас будет обзор жилья Евгения. Вот. Вот смотри, в жилье Евгения живут не только Евгении, все подряд. Ну а что, мы зашли с террасы, надо потом посмотреть. Собственно, кухня, собственно, 2 комнаты. Одна из них офис, другая из них спальня. И, в принципе, ничего такого больше нет. Домик скромный, 8 на 8 сам дом, плюс терраска. На Филиппинах я не жил все это время в горах, то есть я жил сначала в обычном месте, на Минданао, то есть в пригороде Бутуана, скажем так, чуть более спокойное место, где ты сейчас живешь. А вот, наверное, последние почти года 2, то есть мы уже перебрались в горы. Вот можешь снять офис. Хорошее рабочее место. Добротное кресло. Ну, ты еще второе. говорил, что как-то смотрится якобы это самое... Ну да, стильно. Нет, смотрится... Нет, ты говорил, больше смотрится, когда внутри. То есть я когда фотографии делал, тоже получается как-то меньше на фотографии, да? То есть... Да. То есть как бы так сама это там самое. комната больше кажется, чем если вот на твое видео смотреть. Вот такой вот у нас тут вид из окна. На горы. Ну, это не говорю, не основное рабочее место. Основное рабочее место вот здесь. То есть и получается, то есть ты сидишь вот как-то вот так. То есть вот отсюда ты, да, то есть получается раз. И вот ты вот так. Напишите в комментариях, как вам такое рабочее место. То есть, ну, С в принципе, таким шикарным да, вот видом. ради этого рабочего места все затевалось. Филиппины — это твоя первая страна, или ты до этого жил где-то еще? Нет. Мне всегда Юго-Восточная Азия как-то заходила, ты знаешь, по климату. И Филиппины, нет, как раз это получается последняя страна. Начинал я, наверное, как большинство, с Таиланда. Еще бог знает в каком году. Дальше Камбоджа, Вьетнам, а Филиппины уже вот, скажем так, в конце. То есть, ну, наверное, это связано как раз вот уже с поиском жены, то есть после вот смерти моей вот русской жены, да, то есть вот как-то так вот получилось. Поэтому, нет, Филиппины не первая страна, и так резюмируя, то есть мне есть с чем сравнить. Как в Таиланде было, как во Вьетнаме, как в Камбодже, да, то есть вот визовые политики всякие такие. То есть у меня есть такой небольшой кругозор как раз по юго-восточке. Обычная спальня в филиппинском стиле, все, да, то есть ничего тут такого нету. Опять же, здесь еще не домебелировано, то есть здесь пока вот так у нас как-то вот въехали и забили, то есть и все пока вот так. И спим без кровати просто на очень хорошем матрасе. Тем не менее, тут прохладненько и спать, я думаю, комфортно. Тем не менее, здесь прохладненько. Прям конкретно. Я Ты ощутил. сегодня ощутил уже, как здесь прохладненько. Мне вот шкаф нравится. Обычно у них шкафы как пластмасса выглядит, этот выглядит что-то среднее и красиво. Да он железный, он некрасивый. Здесь... Относительно того, что я здесь видел, да. Понимаешь, шкафы здесь отдельная история. Здесь шкафы можно купить только то, что есть. А есть здесь очень ограниченный выбор. Вот и все. Поэтому здесь либо какой-то ты ДСП возьмешь, непонятно, оно сгниет или нет. Либо брать металл, либо брать пластик. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь со шкафами и с мебелью здесь беда. Из чего? Кстати, вот этот тут шкаф. ДСП? ДСП? ДСП, да. А другого здесь и нету. Ну, то есть тебе неоткуда будет даже привезти его. А вот этот он металлический. То есть и вся мебель здесь вот такая. То есть тут нет Икеи в этой деревне, вот не поверишь. Так. Довольно просторно. Здесь... ну света нет, поэтому я не знаю, как это будет сниматься. То есть, наверное... Да, к сожалению, у нас сейчас света нету, свет отключили. Но я надеюсь, что-то тут у вас будет видно. В принципе, вот такая вот тут ванная комната, душ. В принципе, все красиво, все уютно. Что вам еще для счастья надо? Hi, Да, это жена Евгения. What's your name? Marian. Nice to meet you. Да. Спасибо. У него маленькая такая, прям худенькая такая, прям это самое. И не ест почти ничего. Так что такая она, миленькая, cute. Аймин, такая она прям. Спасибо. Вот тебе спасибо. Ты давай по-русски учись говорить.
В процессе. Кроме визовой политики, есть ли еще что-то, почему ты выбрал конкретно Филиппины? Кроме визовой политики, ну, во-первых, давай скажем так, визовая политика одно из самых таких важных. Визовая политика, политика легализации после брака, да, это одно из ключевых. А остальные аспекты, ты знаешь, в принципе, может быть более такое глухое место, но в принципе в любой азиатской стране, что во Вьетнаме, что в Камбодже, что в Таиланде, ты всегда можешь найти какую-то провинцию, где будет в принципе похоже на вот как здесь. А вот эта палка, ты не угадаешь для чего, кстати. Вот посмотри туда. На эту штуку вешаются тряпки, они привлекают духов, которые этот участок должны помогать продавать, потому что этот участок никто долго не покупал. И после того, как они ее поставили, через целые полгода Миха купил этот участок. Все. Так что все очевидно. Эта палка помогает продавать. Это палка-продавалка. А вот там другие соседи строили себе летний домик и летний туалетик. Это филиппинцы. Хорошие, вроде тихие. Во всех форумах знаменитый так называемый хозблок. Откуда взялась шутка про хозблок? Я не знаю, кто-то назвал, что я просто не знаю, как его назвать. Он вроде сарай называется. Сарай как-то звучит пошло. Назвать его спортзал, домик, ну вроде он не для этого. Ну это и есть, наверное, хозблок. То есть сарай, наверное, все-таки вот, правильнее назвать это. Я думаю, камера свет, да, дает. Да, хороший. Довольно-таки просторный хозблок. Ну вот сейчас у меня, видишь, гости приехали в твоем лице и здесь спят. Матрас удобный, подушка тоже. Мое почтение. Мое почтение. Вот, то есть, видишь, как раз позанимался на ночь глядя и пошел спать. Ну, Даже... да, тут куча принадлежностей, спорт-инвентаря. Да, даже вот зеркало тут есть, все дела просто. Я не могу сказать, что я выбрал Филиппины вот по каким-то прям вот критериям, что только хочу на Филиппины. Просто эта рубрика, ты знаешь, так получилось. Вот приехал здесь, нашел жену. Ну, нашел бы вот жену где-то еще, ну, наверное, может быть и там жил, да. То есть единственное, что было бы сложнее, да. Хотя вот сейчас во Вьетнаме последние изменения, то есть там стали давать аж целое гражданство, да, после женитьбы, слышал. Как ты познакомился со своей женой? Да, как и большинство, какой-то онлайн-сайт. Ну, тогда это был Филиппины купит популярный. На нем очень много народу как бы знакомилось. Опять же, не только со своей женой. Да, ты приезжаешь на Филиппины, да, пытаешься познакомиться с девчонками. Это можно делать и онлайн, и офлайн, и все вместе, и все подряд. Ну, вот получилось так, что списались, потом встретились. Это типично, то есть ничего такого нет, в принципе. Я подозреваю так же, как, наверное, и ты. Да? Да. То есть вот так познакомились. Но опять же, это не знакомство такое, что я, наверное, в отличие от тебя, да, то есть я не ехал к какой-то одной девушке, с которой я познакомился, то есть обычно знакомишься со всеми, едешь на Филиппины, встречаешься, общаешься, ну вот как-то так. Спортзал. Ну вот видишь, мы с тобой вчера не снимали, как мы в лесенку играли, как мы упражнения разучивали, да, то есть. Я думаю, у нас еще будет возможность чуть позже. Ну, видишь, ты спортзал оценил, тебе нравится. Да, мне нравится. Турник хороший, добротный. Мешок тоже нормальный, брусья. Турник тебе коротковат. Ну, чуть-чуть, а так, в принципе, хорошо. Он тут кое-кто наварил себе. Для отжиманий с упором ногами. Не, люди так не поймут, тут зачем это, да, представляешь? Да, ну, Такая ноги штука. ставишь на эту платформу и штука. отжимаешься вниз головой. Вот такие вот тут брусья есть хорошие. Я тоже вчера оценил. Тут шире, там уже, в принципе, удобно. Почему ты выбрал конкретно Минданао и это место? Или был у тебя какой-то другой выбор? То есть, что выбор Филиппин, что выбор Минданао, понимаешь, оно не было каким-то вот прям осознанным предварительным выбором, который ты сидишь там, что-то взвешиваешь. То есть все из рубрики так получилось. Познакомился, жена здесь, и почему бы не Минданао? Особенно, наверное, знаешь, что на выбор влияет, если просто я не люблю там туристические места или, наверное, места, где очень много экспатов, да, то я скорее выберу какой-то вот такой вот, что-то вроде Минданао. А когда еще я-то в 2019 приехал, получается, тогда еще все-таки Минданао, ореол
ореол опасности Минданао, скажем так, был гораздо выше, чем сейчас. То есть это сейчас уже как-то народ все раскусил, Минданао. С твоей точки зрения, Минданао сейчас безопасный? Потому что есть очень много стереотипов об этом. Скажем так, он не опаснее, чем все остальное. А я просто не очень представляю, а что значит безопасно? Вот что значит? То есть тут нужно какое-то определение, какую-то статистику, то есть, вот, не знаю, ну, допустим, там, количество похищений людей в год. То есть, и вот эта статистика, подозреваю, она будет одинаковая по всем островам, и она сама по себе очень маленькая, и если где-то как-то не повезет, ну да. Это мы сейчас все набрасываем на тему безопасности, да? В общем, здесь очень безопасно, но не надо сюда ехать. Ну, не В надо общем, сюда так. ехать. А я, честно говоря, я обычно всегда стебусь и всех пугаю, что да, опасно, да. Да, он просто не хочет соседей лишних, лишних. неизвестных. Абсолютно, абсолютно. То есть я не хочу панглау здесь, да. Видишь, собственно, система нагрева, она вынесена. Вот эта штука достаточно удачная, она защищает от ветра. Здесь ветер часто сильный, и если у тебя это самое, то есть без какого-то кожуха газ будет просто задуваться при сильном ветре. То есть это вещь очень такая полезная. Здесь все машинка, все в лучших это самое, все на улице, все, ничего дома не мешается. И пара газовых баллонов, то есть на кухню и на это самое. Газовые баллоны наружу, по-правильному. Это запасные. А есть кто дома хранит? А? Есть кто дома их хранит? Все филиппинцы. Ну, все филиппинцы держат баллоны дома. Это нормально. Ну, в принципе, вот так. Ну, вот видишь, соседи на каком расстоянии, да, заметь. Вон такой, да, достаточно эти ближние получаются соседи. Но ты знаешь, они даже через овраг, но когда они иногда поют караоке, то есть здесь слышно. То есть такое бывает. Это не то караоке, когда у тебя через стенку орет. То есть это, конечно, как бы другой уровень. Далековато, но все равно немножко Далековато. слышно. Но немножко, ну это даже спать не мешает. Ну просто, то есть ты Ну их да, можешь... дверь закрыл, не слышно. Потому что здесь слышимость очень такая. Вот на этом открытом пространстве очень хорошая слышимость. Больше даже шуму здесь, ты знаешь, не оттуда, а вот либо с той стороны, там школа, она аж за дорогой, когда мы заезжали, либо с той стороны школа. И в будние дни школьники делают свои какие-то активности, и вот здесь слышно, что они делают. Ну, опять же, слышно как, то есть это не мешает. Это не то, когда ты живешь рядом с филиппинцами, да, и у тебя прям это самое бум-бум-бум. То есть это гораздо мягче просто от того, что это слышится. Но опять же, вот ты сегодня спал, тишина была Да, полная. полная. То есть, ну вот, в принципе, оно 99% так. Ну, видишь, мне еще в этом плане повезло. Я живу в районе, где караоке особо не поют, довольно тихо. Ну и у тебя, значит, тоже неплохо. То есть, Ну, не считая там петухов иногда с утра, в принципе, все очень тихо. Но через время даже к ним привыкаешь. Какие плюсы и минусы жизни в горах лично для тебя? ну, получается, природа и климат. Вот эта вот высота, на которую я забрался, как раз идеально для меня. Как вот эта высота чувствуется климатически. Температура, влажность, погода. Я эту высоту, вот как раз единственное, что я, наверное, не случайно выбрал, это как раз вот такую высоту. Я проводил некий ресерч, то есть я ездил по Минданао, то есть я всегда замерял высоту, то есть у меня такой бзик, знаешь, так заехал, посмотрел, сколько высота, посмотрел, какая погода, посмотрел, как это самое, составил себе картину, то есть от каких высот до каких, то есть пригодны для моей жизни, какие непригодны, в каких высотах какой климат, то есть на эту тему я провел прям целый ресерч, я прям вот этим вот заморачивался действительно. Если Филиппины как-то выбрались, Минданао как-то выбрался, а вот высота, к ней подход был как раз особый. То есть ты искал более прохладный климат, потому что многие, наоборот, ищут какую-то близость у моря или там хороших пляжей. Да, поэтому может быть минусом для других, это удаленность от моря. То есть мне она не влияет, мне не нужно море. Сколько от тебя ехать до моря? Получается, что до пляжа, вот, в котором там же ты купался, да, ну, наверное, километров 120.
Ну, при нынешних темпах это 3 часа плюс. Это 3 часа, да. То есть, если 120 километров думают, что это быстро, просто домчался. Нет, ты не домчался быстро. Ты поедешь Особенно сначала... если учесть, какие здесь дороги. Да, и по какая горам, здесь то есть какой потом трафик. ты поедешь через какой-то город Кагаян, или ты поедешь через какие-то дебри, как мы ездили в Илиган на водопады, да, то есть там есть пляжи. То есть, ну, короче, да, можно закладывать порядка 3 часов в дорогу. А дальше здесь просто локация, пока что она, по крайней мере, удобная, потому что ты видел, да, здесь соседей здесь нету. То есть здесь тихо. То есть мы сейчас сидим, и тишина, да, то есть какие-то птички, что-то там стрекочут, то есть... И прохладный ветерок, не жарко, что в принципе Климат, очень климат, редко. это я уже поставил, да, это в край угла климат, что вот мы можем вот так сидеть, нам не нужны ни кондиционеры, ни это самое, ни вентиляторы. То есть здесь можно вот так просто сидеть и работать, да, то есть и ты не потеешь, ты не липкий, ты не влажный, как вот от равнины зависит, да. А жить у моря, понимаешь, там вот люди обычно либо снимают дом, и отдыхать приезжать на какое-то время. Жить совсем у моря – это еще тот челлендж. То есть это не так все просто. То есть вот эта вся влага, вот этот весь, такая взвесь вот это вот с моря, который идет, который там рушит технику, откладывается вот каким-то слоем по дому. То есть это очень большой челлендж. Просто люди очень часто путают жить у моря и просто приехать там провести несколько месяцев. Или арендовать дом у моря, или его иметь в собственности. Да? Это разные вещи. Но опять же нет никакой проблемы жить здесь и раз в месяц на пару дней куда-то поехать отдохнуть на море при желании. При желании, в том-то и дело, тут и желания-то нет. Вот. Я вообще в последнее время как-то больше в затворничество ушел. Я вот здесь, мне как-то комфортно, у меня здесь есть спортзал, все, вот терраса, рядом прям офис. То есть я прям здесь это самое, что-то поработал, вышел, прогулялся. Из минусов для меня, да, иногда бывает, хочется какого-то большего общения. Или хочется куда-то. У меня это бывает редко, наверное, в силу работы просто. Но тем не менее оно бывает, то есть и вот действительно там приходится куда-то ехать. Или вот таких, как ты, сюда приглашать, тоже неплохо, да. В Минданао достаточно мало русскоязычного населения относительно остальных островов. Относительно других азиатских стран вообще мизерно просто. То есть буквально тут все друг друга знают точечно. Достаточно далеко друг от друга люди живут. Я тебе говорил, там ближайшие от нас вот русские живут в Бутуане, допустим, там 2 человека. Вот в Либоне живет 1. То есть, ну, короче, это все считается по пальцам. Ну, грубо говоря, не больше 1-2 десятков человек. Вот на этом, наберется. ну, фактически на всем Минданао русских, может быть, которые постоянно проживают, не больше. На Сомали есть, я тебе говорил, большое сообщество. Ну, Сомал отсюда далеко. Там, Да, ну я знаю, там других только одна островах. пара живет недалеко, и в принципе все. Где, на Сомале? Они, по-моему, или на Сомали, или рядом с Сомалом, я сейчас тебе так не скажу. Ну, на Сомале пар много. Сомали, Вдавал, в ту сторону. Опять же, ну, это все равно, это Ну, не, опять же, не те все же количества. ведут каналы, не про всех известно. Ну так. просто да, очень часто люди живут очень долго здесь, я потом уже узнавал, да, и понятно, что они просто вообще не имеют отношения к комблогингу, и люди просто живут, и гораздо дольше там, чем я, то есть уже непонятно, по сколько там лет, все хорошо, все счастливо. Чисто просто едем посмотреть на красивое место. Чисто. Как еще грязно? Ну да, грязно. Вон тут он, Наскар-драйвер, ведет машину. Я надеюсь, мы сейчас заедем. Вот мы наконец-то доехали. Сейчас посмотрим на обзорную площадку. Такое атмосферное место, даже прохладно немного. Хотя сейчас буквально 2 часа дня. Ну, тут чуть-чуть пасмурно, тут погода очень быстро меняется. Наверное, мне бы здесь хотелось бы, чтобы где-то был рядом спортзал. Если бы какой-то был рядом хороший спортзал, я бы был более доволен. Но в этой деревне спортзал не будет, это просто экономически целесообразно, и никто не потянет, и народонаселение здесь другое. Поэтому у меня есть свой спортзал. То есть. В общем, поддерживать форму тут хватит за глаза. Всякие коврики, перчатки, петли TRX. Даже массажный ролик и ролик для пресса. В принципе, я выхожу из положения, то есть фактически на 99%. Особенно если потом в будущем когда-нибудь какой-то кроссовер купить, вот так вот за глаза хватит. Мне не нужен кроссовер. Вот ты знаешь, у меня есть еще, да, на примете пара каких-то приспособ, которые я хочу купить, там, в том числе там, из тренажеров. Но они такого более рычажного типа, то есть я вот думаю.
Ну, это, наверное, не кроссовер, как ты сказал, но идея, да, такая, что можно что-то еще докупить. В принципе, да, спортзал покрывает. Ну и плюс, учитывая, что я сейчас как бы не молодой, то есть мне нужен такой более подходящий воркаут. Тех приспособ, которые у меня есть, их вполне мне хватает. Я останавливаюсь просто на теме спортзал, потому что для меня это важно. То есть я, наверное, так же, как и ты, то есть я как бы занимаюсь регулярно. Если я не занимаюсь, то есть я чувствую себя плохо. Поэтому я не могу долго не заниматься. То есть 3 дня без тренировок у меня уже как-то это самое, все, я не в своей тарелке, я плохо сплю, что-то как-то сразу не то все ломается. Ну, может, у тебя так же, если ты... Я точно так же, я поэтому занимаюсь, держу Да, себя в да, форме. да. Вот к тебе в гости приехал, видишь, на твоих харчах. Да, он Набрал. как-то располнел. Игорь, ну, тем не менее, да, вот видишь, мы вчера с ним занимались, то есть какие-то упражнения Игорь показывал, там, по TRX петлям, то есть, ну, тут на самом деле даже важно просто общение, и когда вдвоем, просто когда один уже так чуть-чуть надоедает, а когда кто-то приехал, то есть уже какая-то движуха получается, да, то есть дом, вот, который ты видел, ты его сейчас снимал, да, то есть на этот дом были потрачены, то есть хорошие материалы, то есть достаточно качественные. Это сказалось на цене, на общей цене, да, дома. Сколько в итоге ты потратил на все вместе? Я, в принципе, называл, честно говоря, цену, то есть, конечно, так часто я не буду говорить суммы, что-то такое, ну, окей, я называл эту сумму, то есть мне вышло на все про все, то есть порядка 3 миллиона 200 тысяч, что-то такое. То есть это мы говорим не про дом, это мы говорим про все. То есть забор, дорожки, спортзал, сарай, то есть вот этот, то есть электрика, вода, то есть вот так. Земля включена в Нет, стоимость? единственное, что земля не включена. Землю я здесь покупал 450 песо за квадратный метр. То есть Какой размер твоего участка? порядка 12 соток. То есть порядка 12 соток. Ну, то есть, достаточно для жизни. для здоровой. жизни достаточно. Мне больше не нужно. Если бы у меня было больше, это просто была бы какая-то специальная отчуждающая территория. То есть никаким фермерством я заниматься не собираюсь. Вот. Вот так выглядит жизнь в горах Филиппин. Простая, но настоящая. Мы пробыли в гостях у Евгения несколько дней и отлично провели время и пообщались. Далее он подбросил нас до автобусной станции, и мы еще обязательно встретимся. Вот такой вот выпуск у нас сегодня получился. Напишите свое мнение в комментариях, понравилось ли вам и что бы вы хотели видеть еще. И увидимся с вами в новых видео. Пока!